Так, провязали эти 5 столбиков, и у нас с вами сейчас, девочки, 52 столбика. Теперь мы вяжем следующий ряд. Мы провязываем сейчас 22 столбика. Провязали. Теперь мы делаем одну прибавку. Потом провязываем с вами 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем также одну прибавку. И до конца ряда у нас остается 18 столбиков. Так, девочки, у нас с вами сейчас на данный момент 54 столбика. Еще один ряд с прибавками, и потом нам нужно будет 9 рядов вязать без изменений. Итак, последний ряд с прибавками. Мы вяжем сейчас 27 столбиков. Провязала. Теперь мы делаем с вами здесь сверху одну прибавку. Потом провязываем 2 столбика. И делаем еще одну прибавку. И до конца ряда у нас остается 23 столбика. Потом у нас будет с вами 56 столбиков все вместе. Да? Мы сейчас провязываем 23 столбика до конца ряда. И у нас 56 столбиков. И мы провязываем с вами 9 рядов без изменений. Вот. Довязываем это до конца. Потом 9 рядов. И потом будем смотреть, какие сюда глазки будем вставлять. Или, может, даже я до этого еще сейчас вам покажу. Да, я посмотрю, какой у меня там носик есть. Но мне кажется, для контраста самое классное здесь черный носик и простые обыкновенные черные круглые глазки. Сюда можно было блестящие, красиво сделать, но что-то охота такое классическое, самое обыкновенное. Окей, хорошо, тогда довязываем до конца. И 9 рядов без изменений, 56 столбиков. Девочки, смотрите, я еще 9 рядов не провязала, что мне прям захотелось так попробовать. Короче, глазки я взяла. Глазки у меня здесь, девочки, знаете сколько? 13 миллиметров. 13. Вот. Я вот, надо смотреть, вот здесь мы делали 3 прибавки. Вот так вот идет мордашка, чтобы ровно они сидели. Здесь можно было бы, ну, вот по краям вот здесь посадить. Здесь видно прибавки, да? Но они могут быть чуть-чуть смещены все равно в сторону. Так, делаем их прям вот, где начинается белая мордашка. Я бы сказала бы сюда один. Вернее, где заканчивается белая мордашка. Господи. Видите, если я концентрируюсь на глаза, язык трепет всякую ерунду. Вот так. Так. Крепим в самую последнюю очередь, девочки, да? Надо чуть выше посадить, чтобы она на зеленом сидела, а не на белом. Потому что мы еще будем утягивать. Так, нос у меня 20 миллиметров или 2 сантиметра, да? Садим не здесь впереди, а выше. Выше и прям вот между глаз. Ой, господи, какой красивый рождается сразу. Так, теперь смотрим, что один глаз, носик в принципе правильно сидит, я бы сказала. А один глаз надо или ближе, или дальше. Я бы его ближе посадила. Вот сюда. Теперь все ровненько, видите, да? Я вообще снимаю. Вот так. Значит, глаза крепим. Один. Второй. Так, носик еще раз смотрим. Вроде бы все ровненько. Или такое ощущение, как будто его чуть-чуть сюда надо. Вот мне ли кажется так? Ну-ка, если я попробую. Не, если я попробую, будет сильно. Нет, я оставлю. Лучше можно утяжкой скоррегировать. Если там чуть-чуть что-то куда-то, можно утяжкой, мне кажется, скоррегировать. Или хоть убей, я бы его сюда бы. Ну-ка, как у вас? Да, вы же тоже норовите, да? Вот чуть-чуть как будто сюда. Или? Ну, что-то так. Не хочет, как я хочу. Если сейчас сильно посажу, она криво уходит. Это, видите, в дырочки попасть тоже не так легко, да, девочки? Так что не думайте, что... Короче, я оставлю так, как он есть. Если что, я утяжкой чуть-чуть утяну. Но мне кажется, так нормально. Берем черную нитку, девочки. Есть такой трик.
берем черную нитку и завязываем вокруг носика. Эта нитка будет у нас как утяжка потом. А то постоянно я, когда хочу утягивать и пытаюсь, чтобы прям из-под носа у меня красиво шла эта черная нитка, не получается, потому что нос закреплен шайбой. И он не дает потом. Так, эту ниточку, которую мы завязали, желательно сразу ее обрезать, да, потому что потом подойти туда. Ну, у Ленки, как всегда, нету здесь ножниц рядом. Ладно, потом обрежу. Вот ставим ее вот так вот вниз ровненько и крепим. Крепим так, чтобы он не двигался. А он двигается. Блин, а я не хочу, чтобы он двигался. Видите? Не то крепление. Короче, девочки, двигаем. Я это крепление убираю и найду треугольное сюда. Вот так вот. Да, вот так вот получается. Этой ниткой, подлиннее ее оставьте. И этой ниткой потом, когда голову свяжем, мы будем все утягивать. Тогда не надо будет где-то ее цеплять, крепить. Так как многие тоже пишут, да. Я пытаюсь оттуда зайти, она вылазит. Вот классный метод. Вяжем 9 рядов. Итак, девочки, смотрите. Вот я... провязала эти ряды, закрепила все, да, провязала 9 рядов, и теперь мы будем делать с вами убавки. Сделаем пару рядов убавок, а потом только будем наполнять и цеплять, да, на сустав. Итак, первый ряд с убавками. 12 столбиков убавка и так 4 раза. Это значит, провязываем 12 столбиков убавка, 12 убавка, 12 убавка и 12 убавка. Итак, девочки, провязала этот ряд. 12 столбиков убавка и так 4 раза. Теперь мы точно так же провязываем один ряд, только 11 столбиков убавка и так 4 раза. 11 столбиков убавка и так 4 раза. Итак, девочки, этот ряд я тоже убавила. И теперь, я думаю, самое классное то, что вот именно в этот момент мы можем уже посадить голову на этот сустав и заполнить хотя бы в переднюю часть уже ватой. Кстати, вы заметили, батарейка у меня села. У нас сейчас время 9:30. Вы думаете, я смогла что-то здесь доделать до конца? Нет, девочки, не смогла. Молчу, ничего не говорю. Пока всю домашнюю работу сделала, думаете, мне покоя здесь оставят? Каждый пришел. Один пришел с площадки игральной, другой пришел оттуда, третий хочет кушать. Хотя хорошо, у меня уже дети взрослые, они себе сами могут приготовить. Но все равно, блин, то одно, то второе. Я уже давно сделала и уже давно выставила. Ладно, молчу. Короче, так, делаем. Я даже не могу себе представить, если честно, да, как сейчас у меня будет держаться. Я буду очень злая, если, ну, мне не понравится, как она держит, да, этот сустав. Хотя мне сказали, что суставы классные, надо просто уметь его садить. Так, короче, вот нос, вы видите? Видите, да? Вот нос. И вот так я иду. И я думаю, что где-то вот здесь я хочу посадить голову. Где-то вот здесь. Надо вот реально так замерить, чтобы вот ровно голова сидела. Если она не будет ровно сидеть, девочки, все. Хотя здесь можно открутить. Это не цак-цак-цак-цак-цак, да, вот эта система. Как глаза зацепилась. Здесь можно еще раз крутить, если вдруг неровно. Так, сейчас посмотрим. Короче, вот понимаете, вот такая система, да. Для этого нужно голову ровно посадить. Я сейчас перед камерой это не вижу, поэтому я вам просто покажу, как вроде бы это должно действовать. А потом возьму его на колени и попробую ориентироваться. Вот так. Потом, насколько я знаю, девочки, не знаю, я не профи, я первый раз его использую или второй раз уже, но, по-моему, садится вот так. Потом, по-моему, девочки, садится вот так. А потом берутся вот такие щипцы, и они между собой скручиваются. Они должны прям вот скручивать их надо. Нет у меня в доме мужика, придется самой здесь этому суставу ноги крутить. Это я еще не делала. Так, ну вы, короче, поняли, да? Но перед тем, как мне ноги закрутить, они вот так, да?
По-моему, так. Мне нужно посмотреть, правильно ли я вообще посадила эту голову. Окей, девчат? Ну, вы поняли систему, да? Так что каждый крепит, если у вас есть суставы есть, крепим. Девочки, короче, я тут наматерилась, пока закрутила, да? Да ну нафиг мне вот эти вот деревянные суставы. Конечно, я закрутила так, что она очень плотно сидит. Но я здесь в такую дулю закрутила, потому что я хотела ее вот так закрутить, а так-то не идет, она крутится вокруг оси. Как я должна ее крутить? Я вот так вот ноги раздвинула и закрутила в дулю, короче, как могла. Как могла, я не знаю, смотрите, что я тут наделала. Видите, да? Ну, короче, она не открутится. 100% нет. Мне вон даже, видите, даже он подкусывала. Очень злая была, очень. У меня плоскогубцы найти не могу. Вот такие супчики все откусили. Ну, девочки, очень плотно, очень. Очень хорошо крутится и очень плотно. Конечно, они действуют, но... Короче, если у кого-то из вас есть ссылочка, как их крепить, скиньте мне на Инстаграм. Я буду вам от всего сердца благодарна. Потому что мне писали в комментариях, но я до сих пор так еще и не поняла вообще, как это делается. У меня сахар надо, точно меня колбасит опять. Так, ну все, да? Ватой заполняем, я надеюсь, что я ровно, да, я думаю, что ровно. Ватой мордашку заполняем, чтобы там была. И делаем еще убавочки, а потом уже, когда чуть-чуть только у нас будет отверстие, да, небольшое, тогда мы заполним полностью голову. Так, что у нас дальше идет? 9 столбиков убавка и так 4 раза. Ну, аналогично, да? Потом мы будем вязать не 4 раза, а кое-какие петельки 6 раз. Так что вы сильно не торопитесь тут. Быстрее, чем я, не вяжите. Так, вяжем 9 столбиков, убавка и так 4 раза. Окей? 9 убавка, 9 убавка, 9 убавка, 9 убавка. Вот, девочки, этот ряд я тоже провязала. Следующий ряд вяжем аналогично. 8 столбиков, убавка и так 4 раза. Так, вот мы этот ряд провязали. Теперь, девочки, вы можете наполнять голову ватой. Да, у меня вот так он выглядит. Видите, да, насколько голова идет вперед, насколько сзади. Когда вы ватой заполняете, не делайте из нее вот эту вот форму груши назад. Делайте, вытяните ее наверх. Вот эта часть, она должна быть вытянута. Это... Ой, извиняюсь. Чай был вкусный. Это значит, если вы ватой заполняете, то заполняйте ее не вытягивая сюда, приплюсовывая, а вытягивая наверх. У него вот эта часть, вот этот лоб, она должна округлиться. Окей? Это очень важно. Так, далее мы закрываем теперь так. 4 столбика убавка и так 6 раз. Потом 3 столбика убавка и так 6 раз. Потом 2 столбика убавка и так 6 раз. И закрываем до конца голову. Да? Одна петля меньше, меньше, меньше с каждым разом. Окей? Когда мы только закроем эту голову, хорошо ее заполняйте. Мордочку тоже, чтобы здесь вата была, чтобы можно было что утягивать. И потом сделаем утяжки. Конечно, можно было эти ушки сразу сюда и вшить, вернее, ввязать. Но, если честно, я всем игрушкам ушки эти пришивала, не ввязывала, потому что я не могла точно знать, где именно их, как лучше приложить. Я всегда боялась, что их криво ввяжу. Поэтому те, кто просматривает сперва видео, а потом вяжет, вы можете посмотреть примерно, где эти ушки должны лежать, сделать себе где-то формерк там, куда приложить и вязать, и ввязывать. Я же лучше их пришью, мне это проще. Окей? Good. Тогда доделываем вот это все до конца. И как только голову закроете, мы здесь с вами опять увидимся, сделаем ему красивую мордашку и прикрепим ручки и ножки. Окей, девочки? Итак, девочки, смотрите, вот я заполнила ватой, закрыла все сзади. Вот такая получается у меня сверху голова, такая она сзади. Теперь мы будем эти делать утяжки, чтобы так носик это все так немножко задиралось наверх. Для этого черная нитка, которую мы оставили, длинная иголка. И вперед сюда ввожу. Ну, можно надо сперва снизу сюда ввожу и выхожу, где глаз. Вроде бы носик посерединке сидит, а затягивается всегда одна сторона
как будто бы больше, чем это. Мне кажется, что здесь эта часть по схемке как-то больше провязана белым, чем это. Поэтому, когда мы утягиваем, кажется, что эта сторона больше, чем это. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Так, теперь я сюда вожу. И выйду. Я хочу здесь... Попробую-ка я вот здесь чуть-чуть в бок выйти. Вот так. Хочу, знаете, как-то затянуть эту часть тоже, чтобы она сильно, вот видите, не выделялась как это. И утянуть немножко. Так. И введу сюда. И где глаз. Я не знаю, что получится. Я хочу немножко как ротик сделать такой. Затянуть. Да, смотрите. Это классно получается. Сразу кажется, что они более одинаковые две. Также сюда в глаз. И вот здесь вот в сторону. Утягиваем. Сюда идем вот примерно. Также еще раз. Повторим, да, эту всю процедуру. Так, утягиваем так, чтобы они как-то все были вместе одинаковые. Смотрите, какой он хорошенький уже получается. Персик такой сладенький. Нет, персик абрикосовый. Я своих детей так называла. Персики абрикосовые. Это уже когда, знаете, девочки, когда уже не знаешь, какую нежнятину использовать. Давайте еще раз. И потом завяжем узел. Вот эта линия, она исчезает из-за этой. Если то, что мы втягиваем, она, эта линия исчезает. Я вот теперь думаю, или мы ее сможем назад более-менее. Вот нужно было сейчас, когда вот все так хорошо, а? Малину вот эту вот испортить. Вот так вот. Сладенькие. Так. Девочки, вот утянули, чтобы все равномерно было, да? Делаем узел. Натягиваем. У меня вот натянула я. Делаем узелок. Сейчас нелегко здесь. Короче, девочки, делаем узел. Если получается одна часть как-то более выпуклая, другая нет, просто берете иголкой и вот эту вату прям в мордашку суете вот так. Так, вот она эта черная. Ее надо как-то, чтобы видно было, да? Или придется сверху еще раз как-то пройти. Хотелось бы, чтобы ее видно было. Вот так вот я хочу. Еще раз бы сверху пройти. Смогу туда войти. И выйти хотя бы вот где брови. Получится так? Ну, как-то вот так. Хорошенькие? Хорошенькие. Такие брови ему сделать. Девочки, что-то у меня голова разболелась под вечер. Наверное, чересчур много. Чересчур много у меня сегодня такого, как энерджайзера было. Так, энергии много отдала. Мне не нравится эта бровь. Какая-то она комичная. Я ее хочу чуть повыше посадить. Повыше и поменьше. Вот так вот. Мне мама приходила только недавно и подстригла мою кошку. У меня персидская кошка. У нее ужасная шерсть. Я ее немножко запустила, и она вся в комках. Там труба. Она уже с себя их сдирать начала. А у нее тоже персидская кошка. И у нее даже не персидская, а такая шиншилла. Уже 25 лет она у нее живет. И она ее сама подстригает. Она уже, знаете, как профи в этом. У нас машинка специальная есть. Мы купили на кошек. И она приехала. Лизу, мою кошку, подстригла сейчас. Она у меня такая добрая, дается стричься. И теперь она сидит, намывает себя. Девочки, если бы вы ее видели, какая она страшная теперь. Она лысая и сидит, себя намывает. Так, я вот думаю, где бы мне эту нитку вывести.
Надо еще чуть-чуть сбок. И узелок сделать. Я думаю, там, где у меня будут ушки. Не хочу опять в рот вести, там во рту завязать этот узел, это очень тяжело. Так, это значит, что у меня ухо будет вот здесь. Вот так. Значит, я сюда выведу. И сделаю здесь узел. Сделаю потом узелок. Девочки, вот такая мордашка получается. Мне единственное, что если сильно утянуть глаза, единственное, что мне не очень нравится, у нее, знаете, девочки, вот эта вот пряжа ложится на глаз. И получается глаз такой немножко агрессивный. И это мне не нравится. Ну как злой такой. Потому что пряжа ложится и как века образуется, понимаете? Я это не очень люблю. Можно, конечно, здесь протянуть еще ниточку такую, знаете, беленькую. Но я беру иголкой, и прям вот эту нитку под глаз засовываю, чтобы она не ложилась наверх. Как-то вот так оно получается. Пирожок. Так, все, короче, это мы сделали. Здесь я узел завяжу, спрячу еще туда дальше и пришью вот здесь ушки. Сперва одно пришиваем, потом этой иголкой насквозь прикладываем, пришиваем второе. Вот такой он будет. Так, что мы сейчас будем с вами делать? Это пришивать руки и ноги. Это я потом доделаю, да? Ну, короче, слушайте, сустав крутится шикарно и держится хорошо. Я его приделала. Но немножко постараться приходилось. Так, девочки. Вот такие руки у него. Мы еще ему свяжем воротничок. Да, поэтому ручки, ну, чуть-чуть вот так вот пониже. Вот так руки. И вот так ноги. Ноги должны быть у него такие косолапые и вот здесь снизу. Вот так. Так, сейчас, подождите. Отодвину. У меня здесь такой маленький столик. Он очень удобный, но не всегда все помещается. Вот так. Вот такой он должен быть косолапит. Вот так. Если это так, ручки идут прям вот так ложатся. Все суперски будет, девочки. Будет очень красиво. Так, самое главное поставить правильно голову. Вот тут у нас, смотрите, этот получается, да? Где мы убавки делали, это правильная часть животик. Голова ровно, все ровно. Я беру нитку, девочки, вот такую. Это хлопок. Не знаю, что за нитка, не спрашивайте. Такие нитки я очень много получила в подарок, поэтому я без понятия, как она называется, но я по качеству вижу, что это хлопок. Я беру ее двойную. Девочки, очень легко. Блин, никаких суставов. Ой. Никаких суставов, ничего не надо. Берем просто вот нитку двойную, плотную, и все. Юлия Имгрунт меня научила. Спасибо ей огромное. Я неправильно делала нитяное крепление. Ну как, я делала, как могла. Конечно, она тоже все держалась, но немножко так, знаете, замудренно. Хотя можно делать еще проще. Итак, мы смотрим, где у нас должны лежать руки. Руки у нас немножко делаем их так вот, знаете, косолапами, да, вот так вот, с лапами. Вот тут они должны вот так вот пришиваться. Это значит, где-то вот здесь я буду вводить насквозь. Ввожу просто насквозь, ровненько, чтобы было. Я думаю, что так пойдет. Нитку эту здесь оставляем, эту здесь так оставляем. Теперь берем руку. Как рука у нас должна лежать? Вот так. И вы видите, да, отсюда выходит нитка, где-то она вот сталкивается вот здесь примерно. Вот так она должна лежать. Это значит, что если мы здесь вводим, то одну петельку в сторону мы будем выводить. А здесь мы должны ввести именно вот в серединку. Вот так, например. Опять в эту же дырочку вводим, в эту же, и выводим на одну петлю в сторону. Сюда, видите? Все. Самое главное сюда же ввести, чтобы не было вот этой дырочки. Вы кто со мной панду вязал, которая такая на 4 ножках стоит? Там я не знала, девчат, как правильно делать крепление нитяное. И там у меня получались эти дырочки, потому что я петлю сюда в бок выводила. Это неправильно. Ну как не петлю, а на одну петлю я в бок уходила. И поэтому получалась дырочка. И чтобы их закрыть, украсить, я там придумала пуговицы наклеила. Но все равно красиво как-то смотрится, что-то необычное, но это неправильно. Так, теперь что мы делаем? Сюда же, в эту же дырочку, девочки, вводим ну, вот сюда в сторону чуть-чуть. Вот так, здесь, на одну. Нет, не на одну, девочки, обманываю. В эту же дырочку сюда выводим. И вот так вот затягиваем. Вот так. Так. Теперь
эта нитка остается. Берем эту руку. Самое главное, чтобы она точно так же ровненько пришивалась. Мы ее прикладываем и смотрим примерно, где должна идти иголка. Так, она должна идти где-то здесь. Это значит, мы ее чуть-чуть в сторону, а здесь прям в серединке, чтобы вышло. Также здесь в серединку заходим, но здесь чуть-чуть в сторону, вот туда-назад, на одну петлю. Назад, видите? Все. Мы должны 100% трефен. Так, где мои ножницы? Вот они. Это я теперь отрезаю. И теперь просто беру и затягиваю. Ну, не затягиваю, а завязываю. Красота! Просто так вот, цак, и завязываю. Делаю один узел снизу. Делаю второй узел. Чтобы было все 100%, то можно сделать еще один узел здесь сверху. Но нитка очень плотная. Желательно, знаете, девочки, может не хлопок брать, а шелк. Такая, чтобы вообще не рвался. Иногда я даже, не поверите, иногда я даже хлопок оторвала. Так тянула, что хлопок рвался. Вот так вот примерно получается. Ручки. Точно так же мы будем делать ножки. Короче, вот эти вот все узелки мы пообрезаем. И точно так же мы привязываем ножки. Абсолютно так же, да? Потом, как я уже сказала, пришиваем ушки. И пришиваем сзади хвостик. Вот здесь пипку вот такую. Пришиваем. Все. Мишка наш готов, девочки. Да? Что мы сейчас с вами еще сделаем? Так это мы свяжем воротничок. Для этого я буду набирать вот этой вот кремовой пряжей воздушные петельки и измерять шею. Так, минуточку. Так, я его пока в сторону положу, но он мне нужен. Мы берем кремовую или там берете каким цветом вы хотите пряжу, да? И делаем воздушные петельки. Сейчас пока наугад делаем, потому что я не знаю, сколько точно надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. 24. Ну-ка, берем медведя и вокруг шеи прикладываем. Это мало, девочки. Я думаю, 30 надо на этого медвежонка. Я не знаю, с какой пряжи вы, но вот замеряйте. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Прикладываем. 30 самое то на Himalaya Baby. Так, теперь что мы делаем? Вот она у нас цепочка. Так, вы видите? Да. Глаз чешется, нос чешется. Спать охота. А кто-то на дискотеку хотел. Я говорю, девочки, мне 40 лет, 41. А душа-то хочет праздника. Я-то хочу на дискотеку куда-нибудь оторваться. Знаете, вот заурауslassen по-немецки говорят, выпустить свою бешеную свинью на свободу. У нас, как говорят, оторваться по полной, а у немцев говорят заурауslassen, выпустить свинью. Вот внутри есть такая внутренняя свинья, да, которая хочет на свободу, а тут все закрыто. Ой, девочки, когда будет свобода-то, а? Ой, не знаю. Ой, что-то так все надоело. Короче, что мы делаем? Мы делаем накид, пропускаем первая петля от крючка, вот это первая, и идем во вторую, сюда. И вяжем столбик с накидом. В нее же вяжем еще один столбик с накидом. В следующую петлю вяжем прибавку, да? Ну, это прибавка называется, когда ты вывязываешь из одной 2. Вот. Далее. В следующую мы вяжем опять прибавку. И так, девочки, вяжем до конца ряда. Да? Провязываем.
до конца ряда. В каждую петельку мы делаем прибавку из столбика с накидом. Потом у вас будут такие воланчики получаться красивые на шее. Когда мы этот ряд провяжем, то следующий ряд мы вяжем просто столбики без накида. В каждую столбик, один столбик. Да? Ну, давайте сперва эту провяжем. В эту цепочку мы вяжем прибавку из столбика с накидом. Вяжем до конца. Смотрите, девочки, вот я провязала, получается вот такая кудряшка, да? Не пугайтесь, они закручиваются у всех. Так должно быть, чтобы был такой волан на шее. Вот, теперь мы поворачиваем эту работу. Так, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу и вяжем просто столбики без накида. Тут вы уже смотрите сами. Или вы прям под петлей вяжете, да, вот здесь вот под арочкой, или вы идете в петельку, как вам удобнее. Я люблю в петельку вот так идти. Вам нужно просто провязать один ряд. Этим самым мы просто воротничок немножко увеличим и все. Потом мы будем делать обвязку, рачий шаг. Можно сделать сразу сейчас рачий шаг, да, это назад. Столбики без накида просто вяжутся не вперед, а назад. Вот, тогда он будет не сильно такой большой. Но мне для этого медвежонка хотелось, мне так больше нравится. Мне хотелось еще один ряд добавить. Рачий шаг, обвязка, она тоже увеличивает еще чуть-чуть. Ну, вот этот вот ряд столбиками без накидов, они как-то, знаете, он как-то делает край таким четким. Такое ощущение, как будто вот он должен быть здесь. Хотя еще обвязка будет, но вот он как будто бы, знаете, стабилизирует. Господи, что я мелю я? Сама не знаю. Короче, меня куда-то понесло. Но говорю, что чувствую, и все. Вот если вы посмотрите сейчас, вот посмотрите вот здесь, и посмотрите здесь. Видите разницу? И все. Ничего говорить не надо. В вязке говорить ничего не надо. Надо чувствовать. Надо видеть и чувствовать. Я раньше даже, когда вот вязала полотно, я смотрю телевизор и вяжу спицами. Крючком нет, спицами да. Спицами можно даже на вязку не смотреть вязать. А крючком нет. Крючком я сама владею только буквально. Вот со Стеллой как забеременела в 33 года. Сколько лет уже? 8 лет я крючком работаю. И 8 лет я вяжу игрушки. Господи, если бы вы видели моего первого зайца, какой он был урод. Почему я его не оставила? Девочки, я же никогда не думала, что я на ютубе буду. Вообще с этим не рассчитывала. Опять же, надо благодарить моих немчиков. Чисто случайно попросили перевод зайки. Ну, сделала. Выставила. А он как попер? Да как попер? Так, смотрите, вот последняя, да? Последняя петелька. Мы ее не довязываем. Я вот ее оторву, чтобы мне не мешало. Теперь берем зеленую. Так, ой, будет красиво. Берем зеленую, протягиваем ее здесь. Затягиваем, короче, вот эти две петельки. Делаю воздушную петлю. Затягиваю. Ничего не поворачиваем. Вот эти вот две ниточки, девочки, мы их просто завяжем. Давайте мы их оставим, мы их завяжем и прижгем зажигалкой. И они сзади спрячутся. Чуть-чуть натянули и идем, девочки, это рачий шаг называется. Идем назад, не переворачивая полотно. Чуть-чуть вытянули и идем назад. Вытянули и назад. Смотрите, она как будто закручивается от этого. Смотрите, как красиво получается. Но здесь тоже надо петельки ровно вытягивать. Если одна петля будет сильнее вытянута, чем другая, то они будут плясать. Они будут некрасиво смотреться. Здесь нужно вот реально одинаково вытягивать петли, учиться.
У меня сейчас вроде получаться стало, но мне первое время тоже. Одна петля выше, другая ниже. Сейчас получается. Надо просто, ну, чем чаще ты вяжешь, тем лучше оно все получается. Вот так вот, девочки. Теперь что мы делаем? Довязываем до конца. Девочки, смотрите, сделала я обвязку. Посмотрите, сейчас мне что в голову пришло. Короче, вот этот вот воротничок, он немножко свободнее получился. Не такой волнистый, как я делала, например, вот этому. Вот. Знаете, в чем разница, девочки? Я сейчас думаю, почему, блин, у меня тут так красиво, а тут он немножко такой свободный. Можно и так сделать, и так, она и так красиво. Потому что здесь второй ряд я тоже делала столбики без накида прибавки. Это второй ряд. Вот, смотрите, видите? Это и есть вот это вот петельки, когда они все ровно связаны. Извините, я перепрыгнула. И вот одна петелька, вот она неровная. Это когда ты неровно вытянула. И прям еще она здесь впереди. Вообще некрасиво, Ленка. Такой брак делаешь вообще. Как его тянуть, я не знаю. Так вот, еще раз. Второй ряд, вот эти вот столбики без накида. Здесь я провязывала прибавки. Также в каждую 2 вывязывала. 2 столбика без накида в одну петельку. И поэтому он получился у меня вот такой волнистый, хотела сказать, волнистый. Вот. А здесь он получился не такой волнистый. Вот. Но я его так оставлю. Мне так нравится. Я его оставлю так, как он есть. Вот. Если вы хотите такой сильно волнистый, то делайте второй ряд, вот где столбики без накида, каждую прибавку просто. И все. Вот так. Сзади. Здесь, чтобы закрепить эту ниточку, я завяжу узелок и отрежу только зеленую. Я не знаю, как у вас там получается. У меня почему-то сдвинулась немножко белая. Но я отрежу только зеленую, и все равно я ее чуть-чуть прижгу, чтобы она не распускалась. Вот эту белую я подтяну немножко наверх. Потому что я хочу завязать сзади этот воротник. Просто вот вытяните так ее наверх. И закрепите, ну как здесь где-нибудь сверху, чтобы она не стягивала ничего. Вот. Здесь вверху уже есть. Здесь нижнюю я завязала. И также ее прижгу. Если у вас чуть по-другому получается, делайте по-другому. У меня вот как она сейчас получилась, так я и буду затягивать ее. Так, далее прикладываем воротник сюда. Его, этот волан вы можете сами потом так вот, да, его сложить, как вам надо. Прикладываем и просто здесь сзади завяжем. На узел. Отрезаем. Конечно, желательно здесь, девочки, тоже это дело прижечь. Но я боюсь сейчас сжечь. Я боюсь, чтобы она распускалась. Так. Ну, как-то так. Как-то так. Я не знаю. Я не заморачиваюсь на этом сильно. Вот. Пусть будет свободненький на большом медвежонке. Мне кажется, свободная она на большом красивее. Хотя не хочу сейчас себя здесь отмазывать. Надо было мне второй ряд сделать прибавки. Ну, так тоже красиво. Окей. Самое главное, вы знаете, да, что я и так могу, и так могу. И вышивать могу, и жрать готовить могу. И вообще, Ленка, молодец. Господи, некому меня хвалить, поэтому сама себя хвалю. Нет, вы меня хвалите. Ладно, молчу. Здесь, смотрите, тоже так же. Привязала просто и все. Так, ну все, девчат. Все. Воланчики расправляем, как вам надо. Красивенько так. Вот такой он получается. Он будет очень красивый, когда мы его доделаем до конца. И когда я его посажу и покажу вам. Здесь у меня есть еще такая красивая, есть моя пробирочка с моим именем деревянная. Ее можно пришить. Можно, конечно, сделать, знаете, девочки, можно связать из тоненькой пряжи хлопковой. Просто такой маленький квадратик беленький. Сюда его приложить и черной ниткой вот так вот пришить, как будто бы он заплаточка. Это я немцам сделала. Здесь я не хочу делать, а на голубеньком немчиком я сделала.
Ну все, девчат, короче, мы пришиваем хвост, пришиваем ушки, доделываем ножки, и наш медвежонок готов. И видео я вам сейчас обрабатываю, выставляю, и тогда будем вязать, да? Короче, как я его сделаю, я вам еще его продемонстрирую. Итак, девочки, посмотрите, вот такое чудо у меня получилось. Жаль, я не могу показать вам именно настоящий его цвет, но 350 номер вы все знаете, он такой ярко-ярко салатовый. Сейчас темно уже, и камера не снимает так, как бы я хотела. Получился он где-то примерно 38 сантиметров. Я бы не сказала, что он сильно большой, но и не маленький, да. Вот, хвостик мы ему пришили, вон там он сидит, все у него на месте. Красавчик получился. Никогда не думала, что зеленые медведи тоже такие красивые. Все прям здесь. И не обязательно какие-то блестящие глаза, обыкновенные пуговички уже очень большую роль играют, да? Вот. Ну вот, девчат, всем я желаю вам легких петелек. Вяжите, пожалуйста, на здоровье. После этого видео я еще выставлю такого же медвежонка, только на немецком языке. Там будет использована пряжа Velvet, Himalaya Velvet, он будет меньше, в голубом тоне будет. И после немецкого я выставлю вам обзор 5 медвежат. Именно по этой схеме, но из разной пряжи. Так что ждите. И Микки Мауса будут тоже, может быть, через недельку. Окей? Так что всем вам всего-всего. Пока.